Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Я много лет работаю с медицинскими исследованиями и каждый раз поражаюсь. Самые важные открытия редко звучат громко. Сегодня я расскажу не о чудо-таблетках, а о том, как питание может лишать опухолевые клетки условий для роста. Это не лечение и не замена врачам. Это то, что человек обязан делать параллельно. Уже в начале скажу, досмотрите до конца, потому что в финале будет продукт, который в экспериментах показал эффект, сопоставимый с фармпрепаратами. И прямо сейчас поддержите канал лайком и подпиской. Так вы помогаете доносить правду тем, кому она жизненно важна. Ученые давно доказали, рак не появляется в пустоте. Ему нужна среда. Воспаление, избыток сахара, хронический стресс, дефицит защитных веществ. И если эту среду менять, клетки теряют агрессивность. В лабораториях это называют метаболическим голоданием опухоли. В быту – умным рационом. Я расскажу, какие продукты тормозят ангиогенез, процесс, при котором опухоль создает новые сосуды. И да, именно питание способно вмешиваться в этот механизм. Сейчас особенно важно поставить лайк. Алгоритмы решают, увидят ли это видео тысячи людей. Начнем с простого, но мощного средства – куркумы. Активное вещество куркумин изучается более 30 лет. Его добавляют в питание в виде пасты. Куркума – 1 чайная ложка, черный перец, щепоть, оливковое масло – 1 чайная ложка. Принимать 1 раз в день с едой. Это не лекарство, а поддержка против хронического воспаления, без которого опухолевые клетки теряют преимущество. Но это только начало. Дальше будет продукт, который многие едят неправильно и тем самым лишают его силы. Мало кто знает, что движение усиливает эффект питания. Я не говорю о тренировках. Всего одно упражнение. Медленная ходьба 15-20 минут после еды. Она снижает уровень глюкозы и инсулина, главного топлива для агрессивных клеток. Ученые называют это метаболическим переключением. Делать ежедневно, без фанатизма. Именно в этот момент хочу предупредить, не пропустите следующий абзац. Там продукт, который в исследованиях буквально отключал сигналы роста. И если информация полезна, подпишитесь. Впереди самое важное. Речь идет о крестоцветных овощах – брокколи, цветной капусте, кейле. Но ключ не в самих овощах, а в веществе сульфорафан, который образуется только при правильном приготовлении. Нарезать, оставить на 10 минут, затем слегка припарить не более 3-4 минут. Порция 100-150 грамм в день. Именно здесь многие совершают ошибку. В следующей части я объясню, почему один популярный здоровый продукт может все испортить, если употреблять его неправильно. Поддержите видео лайком и идем дальше. Есть продукт, который многие считают полезным, но при неправильном употреблении он работает против организма. Сахар и быстрые углеводы, замаскированные под здоровые перекусы. Опухолевые клетки особенно чувствительны к скачкам глюкозы, поэтому первое правило – убрать сладкие напитки, белую выпечку и частые перекусы. Вместо этого режим – 3 приема пищи без постоянного подъема инсулина. Это не диета, а стратегия. И именно здесь многие впервые замечают – уходит хроническая усталость, снижается воспалительный фон, та самая почва, на которой болезни теряют опору. Теперь зеленый чай. Не в пакетиках и не литрами. Достаточно 2 чашек в день. Заваривать при температуре не выше 80 градусов. Настаивать 3 минуты. Катехины, особенно EGCG, изучаются как вещества, способные тормозить деление атипичных клеток. Принимать лучше в первой половине дня без сахара. И важная деталь – не сразу после еды, а через 30-40 минут. В этот момент эффект максимален. Если вы досмотрели до этого места, напишите в комментариях «чай». Так я пойму, что информация доходит до нужных людей. Народная медицина часто опережала науку. Чеснок – один из таких примеров. Но не жареный и не сушеный. 1 зубчик в день, раздавить, оставить на 5-7 минут и съесть с пищей. Именно так активируется аллицин. Он не убивает болезни, он включает защитные механизмы организма.
Это принципиально важно понимать. И да, если вы цените такие разборы без истерики и мифов, самое время подписаться на канал. Дальше информация станет еще точнее и глубже. Отдельно скажу о дыхании. Простое упражнение, которое можно делать утром или вечером. Медленный вдох носом на 4 секунды, задержка 2 секунды, медленный выдох ртом на 6 секунд. Повторить 5-7 раз. Это снижает уровень кортизола, гормона стресса, напрямую связанного с воспалением. Ученые все чаще говорят, хронический стресс – невидимый соучастник тяжелых заболеваний, и управлять им значит лишать болезнь одного из главных союзников. И вот здесь начинается самое интересное. Существует продукт, который редко попадает в списки, но в экспериментах показывал способность вмешиваться в сигнальные пути роста клеток. Он доступен каждому, стоит недорого и чаще всего лежит на полке без внимания. В следующей части я назову его, расскажу точную дозировку и объясню, почему его нельзя сочетать с одним популярным напитком. Не уходите, поставьте лайк и продолжаем. Речь идет о льняном семени. В исследованиях внимание привлекли лигнаны, вещества, влияющие на гормональный фон и процессы деяния клеток. Но эффект появляется только при правильном применении. Целое семя почти не усваивается, нужен помол. Дозировка простая. 1 столовая ложка свежемолотого семени в день. Добавлять в кашу или йогурт. Запивать водой. И важное правило – не сочетать с горячими напитками сразу после приема. Именно это обнуляет часть пользы. Впереди еще более неожиданный продукт. Теперь о том, о чем редко говорят вслух. Рыбий жир и жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты участвуют в регуляции воспалительных процессов. Не капсулы сомнительного качества, а еда. Скумбрия, сардина, сельдь 2 раза в неделю. Если в капсулах, не более 1000 мг ЭПА плюс ДХА в сутки после еды. Это не ускоряет процессы. Это успокаивает среду, в которой болезни теряют агрессивность. Именно среда решает все. Если мысль откликается, поддержите видео лайком. Есть еще один момент, о котором зрители часто жалеют, что не узнали раньше – ночной режим. Питание бесполезно, если человек ест поздно. Последний прием пищи за 3 часа до сна. Именно ночью организм запускает восстановительные процессы. Ученые связывают сбой циркадных ритмов с нарушением контроля над делением клеток. Это не мистика, это биология. Иногда самое сложное не добавить продукт, а вовремя остановиться. Из народных средств стоит упомянуть отвар шиповника, не как панацею, а как источник полифенолов и витамина С. Рецепт. 1 столовая ложка плодов, 500 мл воды. Настоять в термосе 6-8 часов. Пить по 100 мл 2 раза в день, без сахара. Курс 14 дней, затем перерыв. Это поддержка антиоксидантной системы. И здесь важно не переборщить. Больше не значит лучше. Сейчас я подхожу к ключевому выводу, который объединяет все сказанное. Ни один продукт не работает в одиночку, но вместе питание, движение, сон и снижение стресса меняют условия, в которых патологические процессы теряют почву. В финальной части я подведу итог, дам краткий чек-лист и скажу, кому особенно важно пересмотреть рацион уже сегодня. Если вы здесь, обязательно досмотрите до конца. За годы анализа исследований я понял одну вещь. Организм нельзя заставить быть здоровым, но ему можно не мешать. Когда питание становится простым и осознанным, тело само включает защитные программы. Убирается лишнее – сахар, постоянные перекусы, поздние ужины. Добавляется нужное – растительные вещества, движение, дыхание. Это не борьба, это настройка. И именно такой подход сегодня рассматривается как важная часть профилактики и поддержки при серьезных диагнозах. Важно сказать честно, ни один продукт не убивает болезнь напрямую. Но многие из них лишают патологические клетки преимуществ – питания, воспаления, гормональных перекосов. Это подтверждается наблюдениями, лабораторными данными и клиническими выводами.
Когда человек начинает действовать системно, меняется не только рацион, меняется мышление. А это первый шаг к реальным изменениям. Краткий чек-лист. Куркума с перцем 1 раз в день. Крестоцветные овощи 100-150 граммов. Зеленый чай 2 чашки. Чеснок 1 зубчик. Льняное семя 1 ложка. Рыба 2 раза в неделю. Ходьба после еды и дыхание. Это база. Простая, доступная, но требующая дисциплины. И если вы смотрите это видео, значит вам не все равно. Особенно важно пересмотреть питание тем, у кого в семье уже были серьезные заболевания, кто живет в постоянном стрессе или годами откладывает заботу о себе на потом. Организм долго терпит, но он всегда подает сигналы. И именно сейчас у вас есть шанс начать действовать осознанно. Если вы считаете эту информацию полезной, поделитесь видео с тем, кому оно может помочь. Благодарю вас за просмотр до конца. Это значит, что тема действительно важна. Поддержите канал «Доктор Здоровья», поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, чтобы не пропускать новые разборы, основанные на науке и здравом смысле. Берегите себя и помните, здоровье начинается с ежедневных решений. До встречи в следующих видео.